Итак, продолжаем работу здесь, в файле 0405 старт, где собираемся закончить ножку опоры столика, которую начали в предыдущем видео. Мы уже получили форму медальона и общую форму ножки с помощью инструмента Bridge, мост. Теперь будем продолжать, добавляя третье измерение экструдированием поверхности ножки, так как нам не нужна просто такая плоская деталь. Однако я не могу взять просто всю ножку и выдавить из-за того, что в ней есть отдельная форма медальона с трехмерной частью. Начнем с внешнего ребра. Выбираю его и выдавливаю, добавляя Local Thickness, локальную толщину. Назначу ее сначала на плюс 1 см, а затем на минус 1 см. В результате получаем толщину ножки в 2 см или около 3/4 дюйма. Помним, что сейчас моделируем в масштабах реального мира. Теперь нужно будет отзеркалить не отдельно медальон, а всю ножку с ним, иначе это пойдет не так, как нужно. Так что выбираю всю ножку, перехожу на вид спереди и изолирую ее. Далее здесь нужно переместить Pivot Point. Инструменты зеркала и дублирования базируются на положении этой особенной точки, поэтому удерживаю клавишу V для ее привязки. Указываю на эту внутреннюю петлю ребер. Вернемся к перспективному виду и буду использовать функцию Mirror в положительном направлении. Таким образом, то, что построили на отрицательной стороне по оси X, должно отразиться в положительном направлении по X. Иду в меню Mesh Mirror, снова открывается диалоговое окно, в котором сбрасываю настройки, чтобы заново установить их для этого конкретного объекта. Не нужно резать геометрию, нужно отразить положение осей на основе объекта, а не мира. Хочу отразить это по X в положительном направлении и собираюсь объединить зеркальную копию с оригиналом. Далее проверяю все пользовательские опции и нажимаю Apply. Да, это все сработало правильно. Я заметил, что иногда некий порядок, в котором делаете выбор опций, сбрасывает назначение направления оси. Итак, как можете видеть, у нас теперь есть полностью обозначенная форма, и если нажму на 3, то вот как она выглядит сглажена в трехмерном виде. Стало намного ближе к референсному изображению. Теперь продолжим и добавим эти дополнительные детали. И опять же, здесь будет очень много скосов. Так что продолжаем не на всем объекте, а пойдем в основном от ребра к ребру, чтобы иметь больше контроля над тем, что происходит. Видим, что эти объекты разделены, так что выбор двойным кликом по петлям ребер не дает их полного пути. Но продолжая выбор дополнениями, сможем быстро получить все нужное. Закончу выбор двойным кликом по этому ребру, чтобы обострить этот угол, и начинаю делать первый скос. Понижаю размер фракции до 0,2 и добавляю дополнительный сегмент. Так что если нажмем 3, видим, что это заострило угол и создало такую красивую складку. Теперь перейду к медальону и добавлю дополнительные петли ребер здесь. Это нужно, чтобы обострить эти углы, поэтому снова выбираю их. На самом деле перейду на другую сторону, внутрь, и назначу bevel с очень маленьким значением fraction и числом сегментов равное 2. Теперь, если нажму 3, вы видите, как это работает, но в зависимости от того, какой вид этой верхней части хотите получить, можете добавить большие скосы, как-то так. Я оставлю это в таком виде, не очень резко, что больше похоже на референс здесь. Далее добавлю еще несколько скосов вдоль этой центральной части цветка. Для этого собираюсь использовать инструмент Multicut и прорежу им очень-очень близкую петлю ребер, что даст здесь острый край.
Далее снова использую Multicad, чтобы начать делать лепестки цветов чуть более острыми здесь, по отношению к базовой части медальона. Поэтому просто быстро пройду по ним и не буду стараться делать это на каждом совершенно одинаковым образом. Эти лепестки были как бы вырезаны вручную, поэтому не могут быть идеально одинаковы. И это на самом деле придает немного больше жизненного реализма такому типу модели. Последнее, что собираюсь сделать здесь, попытаться заставить эти лепестки смыкаться немного ближе. Так что выбираю каждую из этих вершин. Подготовлено клубом «Перевод всем». Это должна быть последняя маленькая деталь, которая нам нужна на ножке. А затем будем дублировать все эти ножки по остальной части столика. Итак, чтобы сделать то, что я собираюсь получить, удерживаю Ctrl и с нажатой средней кнопкой мышки иду по Z, что перемещает объекты к их нормалям. Нажимаю клавишу 3 и можете увидеть, как можем это расширить, чтобы заставить лепестки быть ближе друг к другу в этой части. Итак, получаем такое красивое декоративное украшение ножки основания столика в виде цветочного орнамента. Далее нам придется повторить это же на верхнем конце ножки, и я предоставляю это вам для самостоятельной работы. И снова, такая детализация дает объекту больше реализма, ощущение ручной работы резчика. И не нужно беспокоиться об этой внешней форме, пока нас интересуют только внутренние части цветка медальона. И снова это будет выглядеть немного интереснее, если не будет все идеально одинаковым. Можете даже пройти по ним дополнительно, немного подвигав лепестки, чтобы они не были так идеально расположены по кругу, и чтобы снова почувствовать руку резчика. Теперь давайте уточним масштаб и положение этой формы так, чтобы объект точно касался как верхней части столика, так и нижней части его основания. Далее буду дублировать ножку на эти две опоры других маленьких оснований. Для этого нужно скрыть остальные части столика, оставив только треногу опоры. Иду на вид сверху и снова буду использовать здесь инструмент Duplicate Special. Я уже говорил про это и буду повторять это еще не раз. Действие Duplicate Special базируется на Pivot Point, опорной точке самого объекта. Поэтому включаю сетку нажатием Insert с выбранным объектом, а затем удерживаю клавишу X и снова перемещаю Pivot Point на эту центральную линию сетки, точно посередине сцены. Нажимаю Insert снова, чтобы выйти отсюда. Иду в Edit Duplicate Special и фактически можно использовать настройки, которые имели в прошлый раз, но все-таки сброшу их. Нам нужны две копии и будем вращать каждую на 120 градусов относительно центра. Нажимаю Apply. Как видите, все ножки стали точно каждая на свое маленькое основание на треноги нижние опоры. Затем возвращаем скрытую геометрию, и теперь у нас есть ножки, украшенные цветочными медальонами, которые действительно будут выделяться на этом столике. Большинство из этих форм исходно были очень гладкими и округлыми. А затем мы создали такие красивые острые края лепестков цветов, что на самом деле выделяет их дополнительными деталями. Затем мы возвращаем остальную геометрию, и теперь у нас есть такие украшенные декоративными цветочными формами ножки, которые действительно будут выделяться на общей форме столика. Из подобных выделяющихся частей хочу показать вам также эти опорные элементы. Можем создать их процессом, совершенно аналогичным тому, что я только что объяснял, строя ножки. И, как видите, все эти маленькие декоративные части рядом с округлостями и простотой остальной части столика явно выделяются. Итак, я начал с медальона, затем на самом деле просто продублировал его и сделал здесь немного меньше. Затем построил мост между медальонами, построил дополнительные петли ребер для остальной части элемента и экструдировал их, отзеркалил. А потом просто добавил сюда дополнительную геометрическую форму, которая есть у этой детали. Такие маленькие листочки, которые разрезаются на ребрах. Поэтому, когда происходит сглаживание, получаем такой их вид.
Так что снова, на самом деле построить все это было довольно просто, только приставной столик действительно требует дополнительных усилий. Существует несколько способов построить его, и могут использоваться разные рабочие процессы, и я нахожу, что если вы можете добавить подобные декоративные украшения в свои модели, то они будут особенно эффектно выглядеть в конце вашего проекта на этапе рендеринга.